Что может быть приятнее, чем в пятницу сразу после работы отправиться в мини-путешествие на все выходные? Сегодня как раз та самая пятница. Я отправляюсь в поездку с девчонками в место под названием Granite Belt. Там нас ждут дегустации в винодельнях, хайкинговые тропы и, конечно же, просто время в хорошей компании. Ехать от Брисбена примерно 2,5 часа. Дорога просто потрясающе живописная, очень красивая и даже страшно представить, что ждет дальше. Прометей, давай. Красота. Вчера, когда я приехала, было уже темно. Мы просто поужинали, развели камин и легли спать. А сейчас я проснулась утром, и на улице вот такая красота. Просто невероятный вид. А вот с этой стороны, за домом, здесь как-то неожиданно начинаются вот такие вот камни, как морена, и они уходят туда, и нам прямо из окна их было видно. Температура воздуха сейчас 10 градусов. И это очень холодно. Ощущается. Хорошо, что у нас всю ночь работал кондиционерный обогрев. Вот это вдалеке пруд. Там еще какое-то озерцо. Вчера были такие невероятные звезды, их было так много. Мы видели Млечный Путь, а по дороге сюда, когда мы уже подъезжали, ночью прыгали кенгуру прямо на дорогу. Марина обожает, когда я пою караоке. А вы ходили в караоке вместе? Нет. Так, это надо исправить. Сегодня у нас день винных дегустаций, но перед этим мы отправляемся на завтрак и на прогулку по маленькому городу. Как мы узнаем ответ? King and Cups. Так, карта любви, привязанности к партнеру, семье, дому. Предвещает наступление светлой воды, выход из кризиса, укрепление отношений с партнером. Сколько книг ты читала у нас дома? Рюльки. Вечер 29 долларов. Панталоны. Красивые дома. Мне нравится, когда есть хотя бы какая-то частичка истории. В Австралии с этим не всегда. Видите, вот эта река. Это не российский герб. Смотрите, кролик. Кролик? Мне кажется, да. Кролик, по крайней мере. Швейная машинка. А тут, смотрите, разбили блюда и собрали. Ага. Маленькая швейная машинка. Это реально прикольно. А где лампа? Я потеряла. А, вот она, да. Это какой-то бутылек. То есть это каждый пожертвовал какие-то свои айтемы. Лаванда растет. Где? Я ничего не вижу. Мы приехали на рынок, local market. А после этого мы пойдем в магазин косметики, которая тоже производится здесь. Говорят, что она очень вкусно пахнет. Ну и вообще вроде как неплохая. А еще мы нашли здесь ревень, я офигела. Или хотя бы в этих взять. Это инжир, по-моему, да? Я никогда его не любила. Хурма? Слушай, это что, тоже баклажан? Он такой забавный. А вы знаете, что вот это такое? Он похож на кактус-ананас. Марина. Я еще пытаюсь сделать фото попутно. Вдруг тут мы что-нибудь сейчас интересное найдем? $1 каждая. Доллар звучит заманчиво, но мне кажется, тут всякие это, типа такие, знаешь, это женские, ну даже не знаю, такое. Романы, да. Я раньше брала такие в библиотеке. Ну да. Cookery. Cocktails.
Plants around the corner. То есть можно тут покупать растения. Я вот чуть не прыгнула сейчас с этой штуки. Я думала, это лестница. Нет, лестница вот. Ой, тут какой-то фрукт нашла. Что это такое? Короче, тут какой-то органик. Ферма. Кстати, нам щепочки нужны на растопку, смотрите. Это, короче, моя мечта. Вот так прийти с одеждой, положить ее в этот и сидеть без одежды в трусах, видимо, ждать, когда высушится. Подарок a gift of seeds. Подарок семена. Девочки, вам кто-нибудь дарил когда-нибудь? Что это? A gift of seeds. О, это И можно приятно. еще подписать, ну, Слушай, типа, кому. классно. А что. потом можно посадить. О, а тут можно мыло попробовать, да? Так это интересно. Ой, я как раз хочу помыть руки. Лабрадор Дали. Фрида Кала. Ну что ж, пришло время отправляться в первую винодельню. Мы туда прямо сейчас заедем. Да-да, я прям верю сейчас. Парковка. Вот. Везде. Мы приехали на винодельню. Время 10 утра. Когда еще начинать дегустацию, как не с утра пораньше. Но мы сделали предусмотрительно правильный ход. Мы позавтракали. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний день запомнится. Этот регион, кстати, славится не только своими винами, но и яблоками. Вот мы сейчас... И чайками. Мне хочется сразу здесь костер жечь. Тут все готово. Марина сразу хочет сжечь винодельню. А теперь мы пойдем на саму винодельню, которая выглядит как будто бы это средневековый замок. You want to get rid of all of these dead yeast cells. So what happens is, to make wine, you add a yeast to grape juice, and the yeast consumes all the sugars in the grape juice and converts them into alcohol. Кьюкер-мелон, это что значит, если переводить? Как? Огурец. А Кьюк? А мне показалось, что как огуречный. огуречный арбуз. Типа кьюками. So this food is very good for this wine. This is VMR. Маленький арбуз. Мы провели шикарное время в этом месте, и 3 часа пролетели совсем незаметно. Дегустация стоит всего $10, и при этом ты можешь попробовать достаточно много разных сортов вин. А еще к нам приходил вот такой пушистый гость. Конечно, сложно было уйти отсюда без бутылочки Sauvignon Blanc. А тем временем нам нужно было торопиться на следующую дегустацию, так как график у нас был плотный. Здесь, кстати, чувствуется осень. Посмотрите, что красные листья, даже похожие на кленовые листья. Ну, наверное, это вряд ли они. Может быть, это виноградная лоза. Здесь какое-то такое спокойствие соснового леса. А сейчас у нас будет дегустация. Эта винодельня считается покруче, чем первая. Выглядит хорошо, и здесь вообще никого нет.
Короче, нам объяснили, что перед тем, как идти туда, где находится виноградная лоза, то надо стерилизовать обувь. И вот сейчас мы идем в какую-то жидкость, погружаемся, чтобы это сделать, чтобы не заразить виноград. It's not very deep. Oh, you do it. Yeah, okay. Just don't get your. Yeah. Oh, look at that. Perfect. Perfect. Really porous. It's just sand and gravel. And. Это небольшая винодельня, которая производит достаточно ограниченное количество вина. И по рассказам владельца, почва здесь сохранялась неизменной на протяжении миллионов лет. Нас провели по винограднику, и мы узнали, что сейчас лоза подготавливается к зимней спячке. Вот эти вот усталые, они готовятся к спячке. So this is a Fiano vine. From the ground to here, that lump there, that's rootstock. Мы сейчас идем на дегустацию, которая называется Black Wine Tasting. Это когда ты не знаешь, что ты пробуешь. Ты не видишь, тебе не говорят. Это интересно. Задача такой дегустации – показать, какую роль в этом процессе играет наше зрение. Оказывается, иногда довольно сложно даже определить цвет вина, не говоря уже про его сорт. Я угадала только цвет одного из двух. После дегустации нас провели в подвал, показав, где хранится вино. Under earth. Do you have any wine in these barrels? I would expect it to be like full of barrels. No? No, this is. We're actually got more wine coming in because it comes out of the barrel in the winery and gets bottled. And this is really just storage of bottled wine. Смотрите, сколько бутылок. Coming up in Бутылки. August, we'll be bottling all the wines. Сегодня в моей жизни состоялся самый интересный опыт винной дегустации. Нам рассказали про то, что, во-первых, как бы это ожидаемо, но все-таки для меня это был такой некий инсайт. То вино, которое мы покупаем в магазинах. Я вот, например, спросила про свое любимое вино Sauvignon Blanc, которое называется Oyster Bay из Новой Зеландии. Он сказал, это же просто мусор, как траш, рабиш. Я говорю, почему? Он говорит, все это вино производится в коммерческих масштабах, оно просто вот для продажи. Он говорит, я надеюсь, вы не покупаете вино в боттл-шопах, а боттл-шопы — это алкогольные магазины. Мы, естественно, все, конечно, покупаем. А по цене оно там дешевле. Что-то, кстати, там совсем и не дешевое, но он говорит, все это производится в коммерческих масштабах, просто для продажи, все это быстро штампуется. И еще мы научились, как, по крайней мере, создавать впечатление, что ты такой весь эксперт. Короче, когда ты пьешь вино, ты сначала смотришь на его цвет, потом ты нюхаешь. Не просто нюхаешь, а ты полностью вот так вот нос должен погрузить в бокал, а после этого ты, в общем, вот так вот его набираешь в рот и делаешь так, шваркаешь, это называется флёрп. Короче, чтобы вкус разошелся по языку, чтобы все наши рецепторы прочувствовали в полной мере вот вкус. Лучше всего пить вино через декантер, в котором нужно ему сначала отстояться. Ты наливаешь туда целую бутылку, она наполняется кислородом, и, в общем, набирается должного вот этого вкуса. Можно даже сравнить. Например, ты попробовал сразу и потом попробовал, пока оно вот оставилось в декантере. Но, кстати, самое интересное — это то, что вот мы сначала все попробовали, нам не дали никакой еды, хотя мы просили. И потом он принес нам вот печеньки с сыром, буквально крекер, на нем кусочек сыра, и он говорит, то есть сейчас вы пробуете вино, потом ешьте этот крекер, и потом снова пробуете вино. И вы увидите, как по-другому раскрывается вкус вина. И, короче, мораль истории такова, и это был мой, наверное, такой второй большой инсайт, это то, что ты никогда не пьешь вино без пищи. То есть ты его пробуешь, то как вот сейчас на дегустации, да, это было уместно. Еда как бы помогает нивелировать какие-то острые грани и как бы прочувствовать тебе вкус лучше, больше. То есть она его, наоборот, даже и усиливает. Тут, конечно, много еще всего интересного в округе. Например, вот такая вот Cheese Factory. Фабрика,
где производят сыр. И мы заехали после винодельни в надежде, что она еще открыта. Привет, ты очень дружелюбный, очень дружелюбный. Do you have wine tasting as well? I personally like Sauvignon Blanc, but Pinot Grigio is also... Сыра мы, правда, здесь не купили, зато попробовали вино и лимончелло. Yes. Good guess. Перед ужином мы заехали домой, чтобы переодеться. Эй, собаки. На самом деле здесь очень классно. Интересно, вот здесь растет виноград, но никакой винодельни у них нет. И, скорее всего, они просто выращивают виноград для других производителей вина. Нам сегодня рассказывали, что они собирают, например, сорт винограда шардоне с разных вот плантаций, смешивают их и производят вино. И здесь очень здорово, конечно, находиться, очень тихо, никого вообще в округе нет. И мы такое звездное небо видели вчера, я уже говорила, я надеюсь, что сегодня мы сможем посмотреть, потому что есть вот такие вот стульчики, мы сможем вот так вот сесть и просто смотреть на небо. Но сегодня облачность, что немного смущает. Вчера вообще было не облачко на небе, и мы видели Млечный Путь. Так много звезд давно не видела. Иди сюда, иди сюда, что там делаешь? Кам-кам, ту штуку. И говорит, брось. Хочет, видимо, чтобы я ему бросила. Так, молодец, молодец. Давай, давай, давай. Так, принес мне снова опять. И такой брось, ну, похоже, уже подальше. Намекает, стал подальше. Ой, молодец как. Выпив крепкого чая, мы были готовы к ужину в душевном месте под названием Essen. Это очень атмосферный и по-домашнему уютный ресторан. Ребята, тут вот в ресторан, в который мы сегодня пришли вечером, в саду растут гранаты. И вот эти гранаты, целое гранатовое дерево. Тут немножко жестко, потому что ты вот так вот прикасаешься, из него... Я, видимо, уже всех мошек отогнала, но поверьте мне, из него вылетает толпа мошек. Вот они, кстати, летают, их видно. Есть не взорвавшиеся гранаты. Вот, например... И это так вообще необычно. Вот и настало время нам ехать домой. Сейчас мы выселяемся. Утро воскресенья. Погода прекрасная. И мы хотим еще съездить позавтракать. И потом последнее, что нам остается, это сходить на хайкинг. Солнце яркое. Спасибо этому прекрасному месту. С такой чудесной природой. Горы, виноград, свежий воздух. Прекрасные, очень дружелюбные люди. Мне очень понравился наш отдых. Я очень рада, что здесь побывала. И надеюсь, еще обязательно вернусь. Не хочешь, чтобы вы уезжали, да? Киньте что-нибудь, да, закажи. Перед нашим хайком мы поехали подкрепиться, ведь подъем в этот день нам предстоял нешуточный. Пришли в национальный парк, и, похоже, начинается дождь. Но мы сейчас планируем пойти на хайкинг. Вот, получается, мы здесь, а нам нужно дойти до пирамиды. Это недалеко, но тропа красная. Уровень сложности достаточно большой. Вот, получается, 1,5-2 часа с возвратом. Придется попотеть, но зато будет очень красивый вид. Как прикольно тут, как-то необычно. Ух ты, прикольно. Место называется Granite Belt, вот этот весь регион. И неудивительно, потому что здесь везде вот такие вот каменюги. И я так понимаю, что они гранитные, наверное. Вообще очень необычно. Для Австралии я здесь не видела такого типа вот рельефа. Мне очень нравится. Смотрите, какая красота.
Если вы решите сюда пойти, обязательно убедитесь, что ваша подошва обуви не скользящая, ведь местами наклон горы очень крутой. Вот такая гора. Нам еще предстоит на нее забраться. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Этот парк и пирамида, на которую мы поднялись, оказались настолько красивыми, что на вершине перехватило дух. Я хочу без преувеличения сказать, что это однозначно самый лучший хайк из всех, на которых я была в Австралии. Я знаю точно, что сюда еще обязательно вернусь и, возможно, совсем скоро. Спасибо за просмотр.